Добрый день, друзья! В эфире моего канала дневной выпуск новостей за 5 ноября. Начну свой выпуск с важных столичных новостей. Несмотря на заверения в последние недели мэра столицы о благоприятной складывающейся обстановке в Москве с коронавирусом, сегодня, оперируя данными статистики последних дней, Сергей Собянин вынужден был признать обострение ситуации с COVID-19 в Москве, начавшееся с этой недели. Как отметил столичный градоначальник, это видно по числу вновь выявляемых случаев заражений и госпитализаций. В связи с этим московскими властями принято решение продлить дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов до 22 ноября. Соответствующий указ, подписанный мэром, опубликован на его сайте. При этом Собянин привел цифры, позволяющие говорить о пользе перевода учащихся старших классов на дистанционку. Мэр столицы пообещал сделать все, чтобы дистанционный режим обучения не привел к ухудшению качества образования. Кстати, Свердловская область также решилась на такое новшество, и теперь снижение коэффициента распространения инфекции связывает именно с этим. Тем временем самая последняя статистика по количеству заражений в России за последние сутки выглядит следующим образом. Всего новых случаев 19 404 в 85 регионах. Москва – 5225 случаев, Санкт-Петербург – 1093 случая, Московская область – 588 случаев. Умерло за сутки 292 человека. Теперь плавно перенесемся за океан, и самые последние новости таковы, что штаб действующего американского президента Дональда Трампа направил иски с требованием о пересчете голосов в 3 штатах – Джорджии, Мичиган и Пенсильвания. При этом, как передает РИА Новости, штаб Трампа мотивирует свои требования отсутствием доступа к отслеживанию процесса подсчета. Пока победитель неизвестен, поскольку в нескольких ключевых штатах еще не окончен подсчет голосов, но по предварительным прогнозам американских СМИ лидирует Джо Байден, которому для победы осталось получить голоса нескольких выборщиков. Вообще выборы в Америке очень интересны тем, что разница между претендентами во многих штатах составляет десятые доли процента, и тут на первый план, конечно, выходит прозрачность выборов и точный подсчет голоса каждого избирателя. По моему мнению, нас ожидает очень захватывающая концовка по окончательному вердикту победы на выборах того или иного кандидата. Что же подождем? Агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщило о вероятном присвоении в январе 2021 года на 8-м съезде Трудовой партии лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну звания генералиссимуса. Напомню, что это высшее звание носили его дед и отец, правившие Северной Кореей до 38-летнего Ким Чен Ына, кстати, не служившего в армии. Сегодня в Минздраве назвали характерную для COVID-19 температуру тела. Она составляет 37,5 градусов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Вчера, в среду 4 ноября, в ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру с 2 начинаниями, которые Владимир Путин поддержал. Напомню, первая просьба белорусского президента заключалась в возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Также Александр Лукашенко предложил начать в стране производство вакцины от COVID-19 при помощи российских технологий. Таковы вкратце новости первой половины дня 5 ноября. Жду вас вечером в расширенном блоке новостей. С уважением, Ренат.